Война США и Ирана завершена. Официальное заявление Белого дома Конгрессу, заявление Вашингтона и Тегерана. Захват населенного пункта. Военные направлены к столице. Призыв к восстанию и смене власти. Экстренное заседание военных в Киеве. Зеленский приказал возвращать солдат с фронта. Скольких, когда и при каких условиях, что происходит? Точное попадание. Уничтожение уникальных истребителей РФ в Челябинске. Потеря Су-57 и удар России по колонне украинских военных. Тяжелые потери сторон. Бунт уклонистов. Штурм дома главы военной полиции. Противники мобилизации идут против системы. Эскалация в Израиле. Трамп объявляет войну ЕС, скандал с Зеленским. Он европейцам о защите Украины и Европы, а они ему совет попридержать язык за зубами. Остановка военной помощи для Киева и подготовка к вторжению зеленых человечков. НАТО готовится к ликвидации военных РФ. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо за поддержку. Начнем. Война США с Ираном окончательно завершена. Трамп направил послание спикеру Палаты представителей Конгресса Джонсону, и в нем говорится, далее цитата, «Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились». Конец цитаты. Письмо законодателям представляет собой попытку обосновать, почему президент не запрашивает у Конгресса разрешение на продолжение конфликта после достижения 60-дневного порога, пишет Политика. Как следует из письма администрации Белого дома, которая сейчас активно публикует мировые СМИ, Вашингтон таким образом реагирует на истечение установленного законом срока. По закону США президент может вести войну без одобрения Конгресса только 60 дней, после чего должен либо получить разрешение, либо прекратить операцию. Трамп заявил, что война с Ираном уже завершена из-за перемирия, и поэтому этот срок как бы не действует. Белый дом пытается предотвратить эскалацию конфликта с Конгрессом, где у Трампа может начать таять поддержка даже среди республиканцев, на фоне того, что война идет уже второй месяц без ясной стратегии выхода. Демократы и часть республиканцев заявляют, что после достижения 60-дневного лимита администрация обязана сворачивать операцию. Тем временем Иран опубликовал послание всему миру. В заявлении командования Корпуса стражи Исламской революции говорится о новом этапе контроля над Персидским заливом. Управление стратегическим регионом будет выстраиваться по историческим указаниям верховного лидера Ирана Маджтабы Хаминеи. Цитирую. Военно-морские силы КСИР, контролируя почти 2000 километров иранского побережья в Персидском заливе и Ормузском проливе, превратят этот водный регион в источник дохода и силы для народа Ирана, а также в фактор безопасности и процветания для всего региона. Отмечу, что перед тем, как эта новость о завершении войны появилась в прессе, Тегеран передал Вашингтону свой ответ на поправки США к проекту мирного соглашения. Правки были отправлены через пакистанских посредников. Содержание ответа не раскрывалось. Однако, как пишет издание Axios, американо-иранские переговоры были не заморожены. Трамп при этом накануне утверждал, что переговоры непрозрачны и Иран отчаянно хочет сделки, тогда как в Тегеране заявляют обратное. Именно Вашингтон спешит договариваться. Кроме того, буквально за несколько часов до заявления о завершении войны Трамп комментировал послание от Ирана. Он говорил, что недоволен иранским предложением, намекнув при этом на реальность военного удара. По его словам, переговоры идут по телефону, но Иран просит вещи, на которые он не может согласиться. Президент США допустил, что договоренность, способная завершить конфликт, может вообще никогда не быть достигнута. При этом Трамп отказался однозначно отвечать, будет ли очередной виток войны с Ираном или нет. Послушайте, что сказал вечером 1 мая, опять же, за пару часов до публикации информации о завершении войны. Вы рассматриваете возможности новых ударов по Ирану? С какой стати я должен рассказывать о своих планах? В целом, друзья, ситуация запутанная. Что думаете об этих заявлениях, переговорах, завершении войны и прочее? Оставьте свой комментарий, а я продолжаю. Зеленский срочно созвал военных. Масштабное совещание в центре Киева. Приказ возвращать солдат ВСУ с линии фронта. Дело не быстрое, постепенное, но оно уже запускается. Речь не о массовом отводе войск. Украина заявляет о запуске новой системы службы. Зеленский фактически говорит о реформе армии, где появятся четкие сроки службы и возможность увольнения с нее. То есть официального выхода из армии для ранее мобилизованных. Киев делает ставку на усиление контрактной армии, чтобы заменить мобилизованных новыми добровольцами. Параллельно резко повышают выплаты. Минимум для тыла от 30 тысяч гривен, это примерно $700. Для пехоты на первой линии вводят специальные контракты.
От 250 тысяч до 400 тысяч гривен в месяц – это примерно 5800-9300 долларов. Отдельно повышают зарплаты командирам, сержантам, офицерам, комбатам и выше. Также усиливают ставку на дроны, но подчеркивают, территорию удерживает именно пехота. Реформа согласована в апреле, в мае утверждают детали, а запуск ожидается уже в июне. Цитирую. И третий аспект – это сроки службы, которые можно сделать четкими и определенными благодаря обновленной системе контрактов. Это наиболее принципиальный моральный момент, чтобы можно было, в частности, начать увольнять с военной службы тех людей, которые были мобилизованы ранее. Сейчас, в мае, все аспекты реформы армии должны быть окончательно утверждены. Документы, регуляции, финансы. Он им о защите Украины, Европы и европейских ценностей ценой человеческой жизни, а они ему совет попридержать язык за зубами. В политических кругах продолжают обсуждать резонансную статью Financial Times о напряжении в отношениях между Зеленским и представителями ЕС, которые попытались закрыть ему рот. Причина в резком тоне и давлении самого Зеленского, который требует от Европейского Союза ускоренного вступления Украины в ЕС. В материале издания говорится, что Киев хочет стать членом ЕС уже в 2027 году, однако европейские столицы эту идею отвергли, считая ее нереалистичной. Это вызвало раздражение в Киеве, а жесткая риторика Зеленского начала раздражать и сам Брюссель. Украинские чиновники на переговорах прямо заявляют, ЕС нуждается в Украине не меньше, чем Украина в ЕС. В ответ европейские дипломаты указывают, что Киев недооценивает сложности правила процесса расширения Союза. Компромиссные варианты вроде поэтапного или символического членства Украина также отказывается обсуждать. При этом ЕС уже согласовал крупный пакет помощи, но требует реформ, которые, по мнению дипломатов, тормозятся. Речь о верховенстве права и борьбе с коррупцией в Украине. Дополнительное напряжение создает отказ Киева повышать налоги и выполнять часть условий Брюсселя. Однако они подчеркивают, что процесс расширения должен оставаться основанным на заслугах и отмечают, что с прекращением прямой военной и финансовой поддержки со стороны США и ощущением отстраненности от давно застопорившегося мирного процесса ЕС теперь является самым важным партнером Украины. Мы единственные друзья, которые у него остались, поэтому ему, возможно, было бы лучше держать рот на замке, сказал четвертый чиновник. Ни копейки на Украину. Трамп полностью исключил финансирование Украины из проекта оборонного бюджета США на 2027 финансовый год. Речь идет о программе «Инициатива содействия безопасности Украины», через которую Пентагон закупает вооружение для ВСУ. На слушаниях в Сенате представители Министерства войны подтвердили, средства на нее не заложены. При этом общий оборонный бюджет США предлагается увеличить до рекордных $1,5 триллиона. Таким образом, на фоне роста военных расходов поддержка Украины в документе отсутствует. О том, что же получит еще Украина и почему о прекращении поддержки никто не говорит, задался вопросом один из сенаторов США. Вот какой был диалог. Один из аспектов этого бюджета, который не получил никакой огласки, это отсутствие финансирования для Украины. Это так, верно, господин Хёрст? Это верно. В этом бюджете нет финансирования по линии инициативы содействия безопасности Украины. И в прошлом году было выделено $400 миллионов двухпартийным, двухпалатным актам Конгресса. Что стало с этими деньгами? Насколько я понимаю, ни $1 из них не был потрачен. Они были разблокированы совсем недавно, и опять же, мы получили эти средства, кажется, в марте. Требуется время, чтобы деньги поступили в распоряжение ведомства, но они будут использованы очень скоро. Отмечу, что окончательное решение по бюджету предстоит принять Конгрессу. Ожидается, что финальная версия будет утверждена осенью перед началом нового финансового года. Трамп снова объявил войну, на этот раз торговую и ЕС. Уже на следующей неделе США повысят импортные пошлины на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%, написал американский президент в своем True Social. По его словам, ЕС не соблюдает ранее согласованное торговое соглашение. Речь о сделке, заключенной в июле прошлого года между Трампом и главой ЕС Урсулой фон дер Ляйен, которая устанавливала тарифы на уровне 15% на большинство товаров. Отмечу, на
На фоне недавней войны США и Израиля с Ираном отношения Вашингтона с Брюсселем еще больше обострились, поскольку некоторые члены ЕС открыто отказали Трампу в поддержке. Если пошлины заработают, под ударом прежде всего может оказаться Германия, один из ключевых экспортеров автомобилей и автокомпонентов в ЕС. Однако в Белом доме сделали небольшое исключение. Новые тарифы не будут действовать на европейские автомобили или грузовики, если они произведены в США. В настоящее время строится множество автомобильных и грузовых заводов, в которые инвестируется более 100 миллиардов долларов. Это рекорд за всю историю автомобилестроения и производства грузовиков. Эти предприятия, на которых будут работать американские рабочие, скоро откроются. Америка еще никогда не переживала ничего подобного тому, что происходит сегодня. Захват населенного пункта, военные стянуты к столице, бои продолжаются. Резкое обострение ситуации в Мали. Под полный контроль повстанцев-туарегов перешел город Тесалит на севере страны. В этом уверяют представители фронта освобождения Азавада, и это подтверждают Асинт-аналитики. Видео показывает, как вооруженные группы свободно заходят на военную базу и поднимают свои флаги. Одновременно связанная с Аль-Каидой группировка Джамаат Нусрат Аль-Ислам Валь-Муслимин начала перекрывать дороги к столице. Блокпосты уже стоят на ключевых маршрутах к Бамако. Звучат прямые призывы к восстанию. Джихадисты призывают к единому фронту для свержения хунты и перехода власти, пишет Франс 24. Мы призываем всех искренних патриотов без исключения подняться и объединить наши силы в общем фронте, заявила группировка Джамаат Нусрат Аль-Ислам Валь-Муслимин. Эта джихадистская организация также упомянула политические партии, национальные вооруженные силы, религиозные власти, традиционных лидеров и все компоненты малийского общества. Заявление было опубликовано на французском языке на ее медиаплатформе Аз-Заляка. Напомню, кризис начался после координированных атак 25 апреля, когда был убит министр обороны и взят город Кидаль. Сейчас боевики угрожают полной блокадой Бамако и уже тормозят поставки товаров. Напомню, также с повстанцами-туарегами воюет российский африканский корпус, который пришел в страну на смену ЧВК Вагнера. Под давлением сепаратистов российские военные потеряли позиции и технику. Кремль призывал к миру. Украина нанесла удар по российской авиации глубоко в тылу. На расстоянии около 1700 километров поражены сразу 4 самолета. Об этом заявляет командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Мадяр-Бровди. Целью стал аэродром Шагул в Челябинске. По заявлениям Киева, под удар попали новейшие истребители, 2 Су-57 и 1 Су-34, и еще один Су, как говорится, неустановленной модификации. Украина публикует спутниковые снимки с аэродрома и пишет, что это один из самых дальних и чувствительных ударов по авиации РФ за последнее время. Уничтожение многоцелевых истребителей, бомбардировщиков Су-34 и истребителей пятого поколения Су-57 имеет критическое значение для снижения ударного потенциала противника. Су-34, как основная ударная платформа, способен нести широкий спектр управляемых бомб и ракет, нанося удары по критической инфраструктуре, военным объектам и гражданским целям на расстоянии до 1000 километров. В то же время российские силы наносят удары по технике ВСУ, большое количество пораженных наземных роботизированных комплексов, а также другой техники россияне выбили на дороге в Константиновку, в город, за который сейчас идут ожесточенные бои в Донецкой области. Военные заявляют о мощных боях, а кадры с разбитой украинской техникой публикует украинский военкор Олег Корниенко. Бунт уклонистов «Мы скорее погибнем, чем будем призваны в армию». С такими лозунгами вышли на улицы израильских городов ультраортодоксальные евреи. Харидим, составляющие около 13% населения страны, открыто отказываются от службы, заявляя, что их жизнь посвящена изучению Торы. Как пишут местные СМИ, протестующие штурмовали дом главы военной полиции в Ашкелоне. Офицера дома не было, но внутри находились его жена и дети. Полиция задержала 25 бунтовщиков. Днем позже противники мобилизации перекрыли въезд в Иерусалим. Чтобы разогнать ультраортодоксальных евреев, силовики использовали светошумовые гранаты и водометы. Напомню, волна возмущения началась после решения Верховного суда. Власти обязали сократить финансирование ультраортодоксов, уклоняющихся от службы, и запустить против них уголовное преследование.
Сотни протестующих пытались прорваться в центр города. С массовыми задержаниями и столкновениями с силовиками прошел 1 мая в турецком Стамбуле. Накануне жители города двинулись маршем в сторону площади Таксим, несмотря на многолетний запрет на митинги в этом районе. Как сообщают СМИ, правоохранители перекрыли центр Стамбула, выставили баррикады, а чтобы оттеснить демонстрантов, использовали слезоточивый газ. В результате начались драки, полиция задержала около 350 человек. Отмечу, площадь Таксим остается главным политически чувствительным центром первомайских протестов, и попытки выйти туда каждый год оборачиваются силовым противостоянием. Закон против зеленых человечков. Эстония меняет правила обороны. Таллин фактически расширяет военную зону ответственности НАТО внутри страны. Правительство одобрило законопроект, который впервые позволяет союзным военным участвовать в противодействии гибридным угрозам и в охране сухопутных и морских границ. В частности, бороться с неизвестными зелеными человечками, говорится в публикациях эстонских СМИ. Речь идет не только о внешней обороне. Поправки к закону о силах обороны дают эстонской армии больше полномочий в сферах, которые раньше считались чисто полицейскими. Решение о привлечении союзников будет принимать МВД Эстонии, а в отдельных случаях правительство страны. Отдельный блок – это Балтийское море, контроль судоходства, мониторинг обстановки и даже реагирование на инциденты вроде разливов нефти могут быть переданы в совместную зону ответственности с союзниками. В эстонском Минобороны рассчитывают провести закон через парламент максимально быстро, возможно, еще до середины лета. Министр обороны Ханна Певкур заявил, что закон учитывает опыт зеленых человечков в Крыму и Восточной Украине, а также миграционное давление со стороны Беларуси в 2021 году. Он подчеркнул, что цель закона – усиление безопасности, а не контроль над гражданскими. Обычным людям не стоит беспокоиться. Речь не о грибниках или собачниках. Речь о предотвращении разведывательной активности рядом с военными объектами. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно, если оставите лайк, комментарий, сделаете репост. До встречи уже завтра.